привет! Это сайт drupalbook.ru, и в этом видео мы рассмотрим создание форм администрирования Drupal 8. Мы добавим такую форму, которая будет API Key и API Client ID. Также мы посмотрим, какие есть еще возможные поля, которые можно добавлять с помощью форм API Drupal 8. Разберемся, как добавить select боксы, как добавить текстовые поля. Рассмотрим, как вообще сохраняются данные с помощью этой формы. И посмотрим, как можно использовать в других модулях эту форму. Но прежде чем начать разбираться с формами, я хотел бы вам рассказать про вакансию Drupal разработчика. Если вы middle senior Drupal developer, то я предлагаю вам рассмотреть эту вакансию от компании The Wolf. Немного о компании The Wolf. Компания The Wolf Development предлагает качественные услуги IT-аутсорсинга, аутстаффинга по всему миру. Их главная специализация – это веб-разработка на CMS Drupal. Сотрудничая с The Wolf, вы получаете возможность работать там, где вам комфортно, удаленно, и расти профессионально, занимаясь любимым делом. Если у вас есть свежие идеи, вы готовы развиваться на перспективных проектах и совершенствовать свой код, то самое время действовать. Ссылку на вакансию я оставлю под описанием к этому видео. Также вы можете посмотреть сайт компании The Wolf, почитайте компании, поискать информацию о компании в интернете. Информации довольно-таки много. Рекомендую вам эту компанию. Также еще бы я вам хотел рассказать о Drupal Training Day, который пройдет 1 декабря 2018 года, в эту субботу, с 10 до 2 часов по московскому времени. Я буду рассказывать про Drupal Commerce. Если вам интересно разобраться, как устроены сайты с помощью Drupal Commerce на Drupal, подключайтесь к Hangout каналу. Там мы сможем с вами пообщаться по этому поводу. Я расскажу, как настраивать Drupal Commerce, как настраивать корзину, как настраивать доставку, оплату. И я надеюсь, что мы за эти 4 часа разберемся, как вообще работает Drupal Commerce, и вы сможете потом приступить к разработке сайта на Drupal Commerce. Также можете вступать в группу Drupal Training Day. Здесь указано время. И подключайтесь еще раз к Hangout каналу. Ссылку я тоже оставлю под описанием к этому видео. А теперь давайте перейдем непосредственно к работе с формами. Итак, если вы зайдете на наш сайт, то у вас будет в админ-меню раздел Configuration. Собственно, это и есть конфигурационные формы, которые создают различные модули. Давайте, например, зайдем в Development Performance. В конфигурационной форме обычно есть какие-то поля и кнопка Save Configuration. Вся прелесть этой формы в том, что мы просто добавляем поля, а кнопка сохранения всех данных, оно идет автоматически с помощью форм API из Drupal 8 и с помощью дополнительного расширения от класса формы. Используя класс конфигурационной формы, для нас будет автоматически добавляться кнопка Save Configuration с событием сохранения этой формы. Для того, чтобы добавить эту форму, нам нужно создать route, потому что у нас должен быть путь, по которому эта форма должна открываться. И мы будем писать route в роуте URL admin config, чтобы у нас наша форма отображалась как раз в этом разделе admin configuration. Вы можете выбрать раздел, который больше подходит для вашего модуля. Если это что-то работа с контент-типами, то вы можете контент offering, например, добавить. Если что-то с пользователем, то юзерский интерфейс. Если что-то с разработкой конкретной, с улучшением производительности, вы можете добавить, например, development. Наш модуль будет управлять ключами для API-шки. Ну, предположим, что это API-шка, условно говоря, Google Maps. Нам нужно, чтобы использовать API-шку Google Maps, нужно знать версию, собственно, и API Key. Но, в принципе, клиент ID уже не нужен в Google Maps, поэтому можете пропустить второе поле. Но если вы, например, просто хотите попробовать создать форму для Drupal, то можете оставить, потренироваться. Вы можете создать какие угодно поля с помощью формы API Drupal'овского. Об этом как раз мы разберемся чуть позже. Давайте сейчас перейдем к созданию роута. Скопируем наш роут. Заходим в файлик Drupal Book Routing и добавляем наш роут.
конце каждого файла оставляйте пустую строчку. Это нужно для работы с гитом. Если у вас есть пустая строка в конце, то не будет дописываться при создании патча из гита, что у вас нет этой пустой строки в конце. Это очень удобно, потому что это не выглядит некрасиво, когда в патче написано, что у вас нет пустой строки вместо пустой строки. Поэтому лучше всегда оставлять пустую строку в конце файла. Если, конечно, это позволяет формат. YAML позволяет это делать, поэтому просто оставляем пустую строку. Итак, давайте поменяем admin-struction, admin-config. Будет работать, конечно, и с admin-struction, но тогда ваш URL будет попадать сюда, в admin-structure. Если вы считаете, что это вам удобно, то можете так оставить. Если вы считаете, что все конфигурационные формы должны находиться в configuration разделе, тогда используйте admin-config. Можете также указать какой-то раздел. Например, давайте укажем медиа. Итак, мы создали простой route, указали его ID, название модуля и ID роута, указали path, указали, чтобы он отображался наш route в менюшке в разделе Configuration, в Media подразделе, и указали, что это модуль Drupalbook и это основные настройки. Вы можете создавать несколько конфигурационных форм, поэтому я, собственно, так и сделал, что указал Drupalbook и название конфигурационной формы. Дальше мы указываем в defaults тип нашего callback, что это form, что это не контроллер, как мы это делали раньше, что это будет не класс контроллер, а это будет класс формы, именно конфигурационная форма в нашем случае. Указываем также путь к этой форме. То есть, если мы пишем, что это Drupalbook form, тогда у нас должен быть в папке source. Создаем папочку form. И в этой папочке form должен быть файлик Drupalbook settings form PHP. Контент для этого файлика мы добавим чуть позже, пока просто оставим открывающийся тег PHP. Дальше нам нужно прописать title к нашей форме. Он будет отображаться на этой странице, для title страницы, на которой будет эта форма. И указать также permissions. Проще всего указать Administrator Site Configuration. Можно, конечно, создать свой permission, как мы это сделали, например, как Access Premium Pages. Но можно использовать стандартный Administrator Site Configuration. То есть это permission, который используется в контрибных модулях, в модулях ядра для доступа к конфигурационным формам контрибных и ядреных модулей. Итак, мы добавили route. Теперь нам нужно добавить, соответственно, файлик с нашей формой. Давайте перейдем к этому файлику. Добавим сразу namespace. Указываем, что у нас это лежит в папочке form, подключение этого файла. И мы будем расширяться от config form base класса. Config form base, соответственно, давайте сейчас его вставим и посмотрим этот класс. Ставим. Можете скопировать, конечно, всю форму сразу, и по ходу будем разбирать, что за что отвечает, что как работает. Заходим к config form base. Она расширяется от form base, за исключением того, что добавляет кнопку Save Configuration. Ну и, соответственно, добавляет шаблон вывода нашей конфигурационной формы. Соответственно, все остальное приходит от формы API Drupalовского. Из того, что нам сейчас нужно, это нам нужно знать, что мы, в принципе, наследуемся от config form base, что позволяет нам добавить кнопку Save Configuration. Все остальное пока нам не особо важно, и мы разберемся с этим чуть позже. Так как эта форма, у нас должен быть getFormID, который есть у каждой формы. То есть, несмотря на то, что это конфигурационная форма, это самое, что у меня есть обычная друпаловская форма. На нее работает hook form alter,
Ее можно альтерить, ее можно видоизменять, добавлять validation, добавлять сабмиты, чем мы, в принципе, будем заниматься в следующих уроках. Это самая обычная друпаловская форма. Она формируется из массива, массив рендерится и преобразуется в форму на странице. Подробнее о массивах мы еще поговорим чуть позже в этом уроке. GetFormID должен возвращать строку. Строка должна быть уникальная для вашего проекта. То есть, чтобы она была уникальная, можно добавить, например, название модуля и название этой формы. Например, admin settings. Дальше мы возвращаем config names. Прелесть конфигурационной формы в том, что все настройки, которые будут сохранены через эту форму, они уйдут в конфиги, и вы сможете экспортировать, импортировать эти конфиги, добавлять в Git, переносить их с одного инстанса на другой. Это очень удобно, потому что с помощью config split вы можете расплитить вашу конфигурацию и сделать различные конфигурационные формы, значения этих форм, разные для каждого инстанса. Например, локально использовать один ключ для Google Maps, на Dev использовать другой ключ для Google Maps, на третьем инстансе, например, на Production использовать еще один ключ для Google Maps. Это нужно в первую очередь для безопасности. Например, локально вы можете использовать любой APK без рестрикшенов, без каких-либо указаний IP-адресов, доменов, которые должны работать только этот ключ. А на продакшене вы, например, указываете, что этот ключ работает только с этим доменом. Это позволяет избежать несанкционированного использования вашего ключа на других доменах. Ну и тем самым не превысить какие-нибудь лимиты Google и не потратить лишние деньги на использование сервисов Google. Дальше идет метод создания нашей формы. И тут мы остановимся поподробнее. Это build form. Сюда должна передаваться наша форма, из которой, собственно, мы строим HTML-форму. В переменной form, которая является массивом, у нас лежат поля. Сейчас у нас text field поле, но вы можете добавить какие угодно поля. Если вы перейдете дальше к описанию, на API Drupal.org есть указание всех возможных типов полей, которые вы можете указывать. Здесь есть дата, есть data list, email, файл, HTML. Вы можете указывать просто какой-то маркап, то есть идет, например, поле, а дальше вам нужно указать, например, политику конфиденциальности, ссылку на эту политику, которая, например, открывается в попапе. Вы можете добавить просто маркап HTML, в этот HTML записать ваш текст и сделать ссылку, например, по клику, который будет открывать Colorbox, и в Colorbox будет открываться другая страница. Colorbox — это плагин, который показывает попапы. По-моему, мы уже рассматривали, как открывать через Colorbox страницы. Если нет, то там все довольно-таки просто. Вы указываете... Давайте открою страницу Colorbox. Colorbox позволяет как раз открывать страницы в попапе. По-моему, мы рассматривали, как открывать попапы с помощью Drupalовского API. Да, точно, мы рассматривали, как открывать с помощью Drupalовского API. Вы можете использовать либо Colorbox, либо Drupalовский API для того, чтобы открыть попапчик и в нем показать политику безопасности вашего сайта. Мы использовали text field. Давайте его найдем. Он на второй странице. Обычный text field — это обычный input, одна строка текста, которая, собственно, сохраняется одной строкой. Вы можете указать текст area, если вам нужно сохранить текст с помощью многих строк. Вы можете использовать текст формат, если вам нужно сохранить именно HTML с помощью визуального редактора. Поэтому вот эти три формата текстовых, они разные. Это одна строка, это много строк, но без оформления HTML-ного. И текст формат — это HTML-ный текст. Текст, который поддерживает HTML. Как вы видите, здесь очень много дополнительных других полей. Они все могут быть использованы. Вы можете попробовать их использовать. Давайте сейчас посмотрим,
как это все работает, и потом добавим еще select поле с выбором версии Google Maps API, например. Давайте сейчас перейдем пока к следующему методу. Добавим все методы, которые у нас остались. У нас остался, собственно, один метод. Это submit_form. Он будет сохранять данные по нажатию на кнопку Save. Вот наш submit_form. Как он работает? Чуть выше мы уже указали config names, пространство имен наших конфигураций. Это Drupal book settings. И ниже мы его используем, это пространство конфигураций. Мы подгружаем его. И с помощью config factory мы можем работать с ним. Например, мы устанавливаем, сохраняем значение из формы, которая приходит нам после нажатия на кнопку Save. Мы берем из form state значение и сохраняем его в конфигурацию. И дальше конфигурацию сохраняем, собственно. А здесь, наоборот, мы подгружаем конфигурацию при построении формы и в дефолтное значение задаем значение из конфигурации. То есть нам пришли одни значения, мы их изменили, нажали кнопочку Save, и на submit_form эти значения изменились. И при следующей загрузке уже нам показываются обновленные значения на странице. И, соответственно, мы можем эту конфигурацию подгрузить в любом месте нашего сайта и использовать эти значения из конфигурационной формы, обновленные. Давайте сохраним нашу форму, класс нашей формы. Перейдем на наш сайт и почистим кэш, чтобы наш роут применился и мы смогли зайти на страницу нашей формы. Итак, кэш почистился. Давайте перейдем на нашу страницу. Media Drupal book settings. Давайте посмотрим, как это работает. Допустим, у нас есть какой-то API key и какой-то client ID. Сохраняем. И теперь мы можем при обновлении страницы, например, давайте обновим страницу, посмотрим, что у нас все работает действительно. Видимо, обновляя страницу, у нас сохраняется значение. Если вы что-то дописываете, сохраняете или изменяете ключ, то эти изменения тоже будут сохранены. Давайте перейдем снова в наш код. Вы теперь можете использовать эти конфиги, подгружать его в любом месте, этот конфиг. Правда, this конфиг не всегда будет работать. Это работает только в классах, у которых реализован метод config. Но вообще, в общем случае, если вы пишете код какой-то кастомный, то вам нужно будет подгрузить конфиг. Он подгружается следующим образом. Вы просто пишете Drupal config и просто уже обращаетесь непосредственно в том месте, где вам нужно, получаете ваш ключ. То есть get config get Drupal book API key и Drupal book API client ID. Таким вот образом, в принципе, вы можете работать с любыми данными, вы можете сохранять сюда текст, вы можете сохранять сюда файлы, вы можете сохранять сюда картинки. Хотя это, конечно, не место для картинок и файлов, но вы можете это делать на самом деле в конфигурационной форме. Потому что картинки и файлы это все-таки контент, а конфигурационные формы больше предназначены для конфигурации конкретно текста какого-то определенного, либо каких-то выборов из селект-боксов. Чем, кстати, давайте сейчас займемся. Добавим еще одно значение. Drupal book API version. И добавим сюда селект-бокс. Dropdown. Давайте откроем страницу с Form API.
API Drupal Elements. И сейчас найдем select list, select вот этот элемент. Давайте откроем его и посмотрим, какие параметры в него нужно передавать. Итак, options, куда мы будем писать, соответственно, варианты выбора нашего select листа. Давайте добавим сразу options. Options. Например, давайте будет это у нас версия 3.5, насколько я помню, сейчас последняя версия. Версия 3.5, 3.6. И, допустим, например, так, 3.6, запятую лучше оставить, потому что мы будем там дописывать, может быть когда-нибудь новую версию. 3.4. То есть мы определяем массив элементов, которые нам нужны будут. Здесь тоже, кстати, можно добавить запятую. Определяем массив элементов options, и они будут потом генерироваться в массив в опшены select листа. Итак, нам нужно будет добавить default value. Default value мы будем определять значение из конфигурации. Давайте сейчас здесь его добавим. Drupal API version. А ниже мы сохраним его. То есть мы запишем на submit сохранение этого значения. Required size, все остальное, наверное, не сильно важно. Можно добавить еще title. Google API version. Options нужно написать будет через DS. И я еще забыл указать type. Type у нас будет select. Ну, собственно, то, что мы указываем здесь. Собственно, как мы искали вот необходимый нам элемент. И теперь давайте перейдем на страницу нашей формы. И теперь при выборе необходимой нам версии она будет сохраняться. 3.5. Если мы будем обновлять, то мы будем, соответственно, сохранять новую версию API. И теперь с помощью Drupal и метода config вы сможете получать этот config, получать версию API Google Maps и использовать ее для подключения JavaScript, например, необходимой вам версии, и использовать Google Maps на вашем сайте, например. На этом, я думаю, мы закончим с разбором конфигурационной формы. В следующих уроках мы будем расширять эту форму, мы будем вообще разбираться с формами, как они работают, что можно с ними сделать, как их использовать. И мы будем также делать multi-step форму. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Делайте хороший сайт на Drupal.